Мы думаем, что знаем, кто владеет крупными компаниями, но так ли это на самом деле? Что если за громким именем на вывеске скрывается кто-то совсем другой? Вот сегодня мы и попробуем заглянуть за кулисы и разобраться, кто же на самом деле дергает за ниточки. Итак, кто действительно владеет компанией? Казалось бы, простой вопрос, да? Открываешь реестр, и вот он, ответ. Но это только на первый взгляд. Стоит копнуть чуть глубже, и выясняется, что официальные бумаги — это часто просто ширма. А настоящие владельцы, они предпочитают оставаться в тени, прячась за целыми лабиринтами из фирм. Но не волнуйтесь, в ближайшие несколько минут мы с вами возьмем этот запутанный клубок и превратим его во вполне понятную схему. Разберем, какими, скажем так, секретами пользуются следователи, чтобы распутывать даже самые, казалось бы, непроходимые корпоративные джунгли. Знаете, вся эта история часто похожа на игру в наперстке. Вот одна компания, вот вторая, вот офшор, и под каким-то из этих стаканчиков спрятан настоящий владелец, тот самый шарик. Компании намеренно создают все эти слои, чтобы запутать следы. Но наша цель — не угадать. Наша цель — научиться видеть, где именно этот шарик находится. Ну что ж, давайте к практике. Наш первый кейс — это такая классика жанра «настоящее расследование». Задача — пройти по всей цепочке владения до самого конца и найти того, кого на профессиональном языке называют конечный бенефициарный владелец, или сокращенно КБВ. Проще говоря, это реальный живой человек, который в конечном счете получает всю выгоду и все контролирует. Итак, надеваем шляпы детективов. Наша цель — компания Baltic Energy Trading. Смотрим на первый слой. Все выглядит довольно просто. 60% принадлежит некой North Sea Holdings, а 40% компании Local Partner. Кажется, все понятно? Нет, это только верхушка айсберга. Кто владеет этими двумя компаниями? Вот тут-то и начинается самое интересное. Копаем дальше. И вот он, первый барьер. Цепочка от North Sea Holdings выводит нас на некий траст под названием Ocean Bridge. А что такое траст в определенных юрисдикциях? Это, по сути, черный ящик. Настоящие владельцы, бенефициары там надежно спрятаны от посторонних глаз. Все, расследование, можно сказать, уперлось в стену. Что же мы имеем в сухом остатке? Картина получается, мягко говоря, неполная. С одной стороны, у нас есть 40%, и тут все прозрачно. Эта доля ведет к конкретному человеку, условному Ивану Петрову. А вот с другой стороны, 60%, то есть контрольный пакет, просто растворяются в тумане этого непрозрачного траста. И вот в этом-то и заключается главный риск. Мы понятия не имеем, кто на самом деле управляет компанией. Хорошо. С поиском владельцев разобрались. Но ведь иногда проблема даже не в том, чтобы найти конечного владельца. Проблема в том, чтобы понять, а этой компании вообще можно доверять? Давайте посмотрим на второй кейс. Здесь мы будем не просто идти по следу, а собирать так называемые красные флаги, тревожные звоночки, связанные с потенциальным партнером. Наша подопытная компания Nordic Agro Export. Итак, собираем на ее досье. Что у нас есть? Первое. Компания очень молодая, с минимальным уставным капиталом. Уже подозрительно. Второе. Единственный владелец — это офшорная компания. Опять же, привет, спрятанные бенефициары. Третье. У компании нет даже простенького сайта. Дальше больше. Она является ответчиком по нескольким искам за непоставку товара. И вишенка на торте — в СМИ ее юрисдикцию связывают с сомнительными экспортными схемами. Каждый такой пункт — это жирный красный флаг. Картина, честно говоря, вырисовывается так себе. И вот, чтобы закрепить, только вдумайтесь, 3 активных судебных иска всего за последние полгода. Это уже не случайность и не везение, это, похоже, их стиль работы. Компания просто систематически не выполняет то, за что берет деньги. Ну и какой тут можно сделать вывод? Если сложить все это вместе, молодость компании, офшорного владельца, судебные иски, репутацию, вердикт однозначный, оценка риска высокий. Причем это риск двойной. Во-первых, кредитный, то есть можно просто-напросто не получить свои деньги. А во-вторых, так называемый комплаенс-риск. Это когда, связавшись с таким партнером, можно ненароком нарушить какие-нибудь законы. Но, знаете, потеря денег — это еще не самое страшное. Бывают риски куда серьезнее. И наш третий кейс как раз об этом. О том, как, не проверив контрагента досконально, можно случайно нарушить международные санкции. А вот здесь последствия могут быть уже совсем другого масштаба. Смотрим на компанию East Trans Oil Logistics. Проверяем по санкционным спискам — чисто. Самой компании там нет. Казалось бы, можно работать. Но мы-то уже знаем, что нужно копать глубже. Изучаем структуру владения, и что мы видим? Что 51%, то есть контрольный пакет, через другую фирму принадлежит некоему господину Арману К.
А вот если мы проверим его, то да, он как раз находится под жесткими международными санкциями. И вот здесь в игру вступает одно очень важное правило, которое нужно знать. Называется оно «правило 50%». Суть его проста. Если человек под санкциями владеет 50% или более другой компании, то эта вторая компания тоже автоматически считается подсанкционной. Она как бы заражается этим статусом. В нашем случае у Армана К 51%. А это значит, что любая сделка с East Trans — это прямой путь к нарушению санкционного режима, со всеми вытекающими. Итак, мы с вами только что прошли 3 совершенно разных сценария. А теперь давайте немного систематизируем все это, разберем по полочкам, какими инструментами и терминами пользуются профессионалы. Это, по сути, такой базовый набор для разведки по открытым источникам. Да, у этих расследований есть свой собственный язык. Вот смотрите. КБВ, или конечный бенефициарный владелец. Это как раз тот, кого мы искали в первом кейсе, наш условный Иван Петров. Дальше. ПДЛ – политически значимое лицо. Это чиновники, политики, в общем, люди, проверка которых всегда идет с особым пристрастием из-за высоких коррупционных рисков. Ну и аббревиатуры ЗСК «Знай своего клиента» и ПОД-ФТ «Противодействие отмыванию денег» — это, по сути, и есть те самые процессы, которые помогают бизнесу не наступить на грабли, как в историях с Nordic Agro или East Trans. И главный вопрос. А где всю эту информацию брать? Это какая-то секретная база данных? Вовсе нет. Вся работа — это, по сути, сборка огромного пазла из общедоступных открытых источников. Это государственные реестры компаний, базы судебных решений, те же санкционные списки, реестры недвижимости и, конечно, просто СМИ и журналистские расследования. Каждый такой кусочек информации добавляет деталь в общую картину. Хорошо, с методами и инструментами, кажется, разобрались. Но давайте зададимся главным вопросом. А зачем все это вообще нужно? Ну, скрывает кто-то свой бизнес. И что с того? Почему эта прозрачность так важна? Потому что умение видеть, кто на самом деле стоит за компанией, это не просто шпионские игры или праздное любопытство. Это абсолютно необходимый элемент здоровой, честной экономики. Именно это позволяет бороться с коррупцией и отмыванием денег. Это защищает честный бизнес от мошенников. И в конечном счете это позволяет строить деловые отношения на основе фактов и доверия, а не просто верить на слово. Мы с вами разобрали самые основы, такой стартовый набор инструментов, который позволяет заглянуть за фасад. И теперь становится понятно, что за вывеской абсолютно любой компании, будь то гигант или маленькая фирма, может скрываться целая история, полная секретов. Вопрос только в том, начнем ли мы задавать правильные вопросы, чтобы эти секреты раскрыть.